Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня я расскажу вам о первом фолде в своей жизни, который я купил. Это Vivo X Fold Plus. В чем его особенность? В том, что у него просто шикарные камеры, разумеется, шикарная съемка в 4К 60 FPS, объем, у него шарниры прямо уровня вау, вы можете в любом положении фактически оставлять это устройство, и оно в идеале вас будет радовать. Если говорить об автономности с внешним экраном, я пока только так скажу, под 10 часов, и это круто. Если говорить о его возможностях, здесь стоит Snapdragon 8 Plus Gen 1, последний флагманский процессор. И здесь даже у ультраширика есть автофокус. То есть вы представляете, до какой степени это крутое устройство. Разумеется, разблокировка по лицу, разблокировка сканером отпечатков пальцев. Разумеется, много уже всяких программ, включая видеопрограммы, оптимизированные под данное разрешение экрана и под данное соотношение сторон. Но все ли так хорошо? Стоит ли его приобретать? Допустим, я специально купил несколько фолдов. Вот это Xiaomi Mi Mix Fold 2. Насколько лучше этот смартфон, чем Mi Mix Fold 2, по ходу пьесы я вам буду чуть-чуть рассказывать. Но в ролике основа с самого начала я сравню вам его по камерам с Samsung S23 Ultra. Я хотел его с iPhone 14 Pro Max сравнить, но это было бы слишком тяжело для фолда. Почему? Потому что я являюсь фанатом бренда BBK. И несмотря на это, у бренда BBK, у корпорации BBK много разных брендов. Вот, допустим, Oppo Find N2 Flip, который стоит тоже космос, я считаю просто великолепной покупкой для людей, которые понимают, зачем им это надо. Вы можете совершенно свободно основную камеру, которая у BBK всегда убогая, использовать как фронтальную. Здесь есть экранчик, вы себя видите, видеосвязь, еще что-то, фото, видео, волшебно. Если говорить о фолдах, они в первую очередь должны быть, разумеется, комфортны и удобны в использовании. Я ими попользовался, и по поводу Fold Plus у меня отношение к нему, сразу спойлер, такое, что реклама была во многих вопросах нечестной. Почему? Напишите в комментариях, кто уже пользуется данными устройствами. Я фолды планировал покупать в течение года примерно, ходил все время в магазин, трогал их пальчиками, я вам скажу сразу, тоже спойлер, ничего не поменялось, как вы ощущали вот этот вот перегиб, так и ощущаете. Но если вы будете смотреть прямо на планшет, никаких вопросов. Планшет, телефон, у вас не будет. Не будет видно вот этой вот неприятности в районе изгиба. Но не будем включать лирику, сразу сходу будут сравнения, повторяюсь, с Samsung S23 Ultra. Много-много сравнений, потом распаковка, основные тесты. И в резюмирую я уже вам скажу все, что я о нем думаю. Почему? Потому что, разумеется, это премиальное устройство, разумеется, оно не для широкого рынка. И насколько целесообразно по прошествии года с того момента, как я планировал покупать фолды, есть возможность его покупать, есть ли смысл его покупать, я вам расскажу. Очень советую вам на опповский Flip, это Flip, посмотреть обзор. На самсунговский Mi Mix 2, не знаю, хотите смотрите, хотите нет, это где-то через пару дней будет. Но он тоненький, легкий, и он и правда удобный. У него много плюсов. У фолда много минусов. Смотрим. Ну что, 4К 60 FPS, два устройства, идеальные условия для видеосъемки. Здесь я снимал на Sony FX3, но единственное, был родовский микрофон подключен, соответственно, к этому великолепному фотоаппарату. Если говорить о этих устройствах, вы сейчас слышите, как их микрофоны отрабатывают. Разумеется, им должно быть тяжело, работает кондиционер, помимо этого здесь ревибрации и других прелестей хватает. Сейчас оба смарта в режиме без стабилизации. Вы видите, как работают их камеры, но опять же, это те условия, в которых не хочется подобные смартфоны сравнивать. Напоминаю, тысячный раз за ролик скажу, на Vivo тяжело снимать, реально 300 граммов в руке, это тяжело, помимо его отношения к стабу. Сейчас увидите кроп на основную камеру со стабилизатора. И вот она включена, стабилизация на Vivo и на Samsung S23 Ultra. Теперь вы видите, откуда стабилизация S23 Ultra. Просто волшебно, когда я буду гулять дальше и говорить, о, как ужасно Ультра снимает, точнее, как хорошо Ультра снимает и как плохо снимает Vivo. Вот какой космический кроп. Космический же, правда? Напишите. И оба смарта могут снимать в 4К 60 FPS с ультраширика. Вот вам пример ультраширика. То же самое, по мне, кроп у Samsung побольше. Стабилизация включена. И вот Vivo 1080p 30 FPS и Samsung 4К 60 FPS. Фронтальная камера. И я вам могу сказать, что в первую очередь, как мне часто пишут подписчики, давайте прикинем, как часто вы снимаете в 4К 60 FPS. Если
для ваш ответ, что не часто, то хорошо. Я все равно не согласен с тем, что не должно быть 4К во фронталке. Почему? Потому что есть у тех же конкурентов Samsung. Вы же, покупая устройство, платите за все. Понятно, что вам что-то надо, что-то нет. Насколько хорошо они отрабатывают, вы видите и слышите. Если включить усиление голоса, уровень фонового шума у Vivo, по идее, должен стать меньше. Я вам скажу так, мне еще меньше нравится с этой функцией, когда Vivo пишет звук. Можете со мной не согласиться. Смотрим. Ну что, битва титанов начинается. 4К 60 FPS. И это S23 Ultra и Vivo X Fold Plus. По идее, X Fold Plus, учитывая стоимость, должен рвать Samsung по полной программе. Но, как говорится, у X Fold другие радости. А первая радость — это основная, то, что здесь экран, который можно раскладывать. И, ну, если по стабу смотреть, то тут очевидно, во всяком случае, в записи, что все плохо у Vivo. Но, опять же, надо посмотреть дальше. Если посмотреть по кропу, ну нет, я не скажу, что у Samsung есть какой-то кроп. Натуральные цвета, я даже не знаю у кого. Нет, Samsung чуть-чуть перекручивает. Все-таки натуральные цвета у Vivo, но Vivo желтит. То есть здесь просто обычный зеленый цвет. И даже не знаю, что лучше. Если говорить о фронталках, то здесь, разумеется, все просто. У Vivo 1080p 30 fps, у Samsung S23 Ultra 4K 60 fps. И, как говорится, этим все сказано, вы и так все увидите сами. Ну и, разумеется, надо чуть-чуть в движении все это дело проверить. Пусть даже 4К 60 fps, а не 1080p, но стаб у Samsung все равно работает адекватно. По поводу роллинг шаттера, как говорят, выучил. Нету ни у того, ни у другого. Еще немного. 4К 60 fps, основная камера. И встал, снимаю, веду потихонечку. Видно, что у все-таки Samsung легкий кроп, но есть относительно Vivo. Или наоборот у Vivo, подождите. А нет, это у Vivo кроп. Да. Странно. 4К 60 fps, продолжение сравнений камер. У Vivo оверпрайс. И у Samsung, который я, к сожалению, сейчас оверпрайсом назвать не могу. Ну вот что, где стаб? В этом таком огромном, лютейшем просто смартфоне я не вижу стабилизатора. Будем смотреть и искать дальше, да? У Samsung S23 Ultra стабилизатор получается штатный на 4К 60 fps. На Vivo у нас 1080p 60 fps и стоит супер стабилизация. По большому счету, может быть, вы даже не увидите разницы с одной стороны в качестве картинки. С другой стороны, у меня есть смутное ощущение, что Samsung даже в 4К 60 fps стабилизирует картинку лучше, чем это делает Vivo. Вот оно, солнце. И вот так вы сможете снимать. 4К 60 fps на Samsung и на Vivo 1080p 30 fps. Это предел. И что я могу сказать о фронталках? Почему так много сравнений? Потому что смартфоны просто стоят космос. И люди, которые, опять же, планируют потратить на это дело плюс-минус 100-150, должны четко понимать, что они приобретают. Я, допустим, еще раз повторяюсь, что в фолдах сейчас особого смысла не вижу, учитывая их возможности, не учитывая их стоимость. Потому что, да, у тебя есть дополнительный экран, большой, как планшета, с одной стороны, но формат экрана не предполагает, допустим, тот же просмотр роликов на YouTube. Для того, чтобы читать, да. Для того, чтобы, может быть, работать и печатать, да. Но для обычного потребления контента и съемки видео это не лучший вариант. Это видно, вот, допустим, с Ultra, у которой, кстати, есть еще и Pencil. Мне кажется, фанаты Samsung просто переворачиваются где-то, когда я так расхваливаю их смартфоны после 5 лет хейта, да? Ну а теперь два ультраширика, сравнение получается не в движении. И вот сейчас я начинаю двигаться. Что у нас по стабу?
И по всему остальному с ультрашириком вы видите плюс-минус. Во всяком случае, выводы можно делать. Повторяюсь, что в телегу личную скину я исходники. Будет больше понимания. Стабилизация отключена на обоих устройствах. И вот сейчас вы видите съемку в лифте. Опять же, я не особо дико много считаю, что камерам уделяю внимание. Я просто-напросто хочу вам во время того, как раз камеры тестирую, рассказывать о некоторых вещах, которые в ролике, допустим, говорить не буду. Вот у Vivo проблема еще в том, что она довольно долго загружается. То есть, если у вас будет полностью разряжен смартфон, не знаю, 1,5 минуты где-то. И последний процент набегает где-то за 4 минуты. И по поводу стаба, опять же, стаб отключен, 4К 60 FPS. Абсолютно место не для съемки, но вот так вас они будут снимать. Ну и сейчас уже съемка со стабилизатором. И там она включена. На Vivo мы ее, конечно же, почти не видим. Но зато на Samsung она есть, притом заметно. Только на Samsung я сейчас снимал в ультра ширике, а вот сейчас основная камера 4К 60 FPS. Ну что там 4К 60 FPS, что там. И по стабу плюс-минус то же самое. Вот по идее в большой смарт, в толстый могли бы что-то запихать по камере более стабильное, да? Но здесь видно, что Samsung-то кропает, и поэтому у него и стабилизация. Вот сейчас видно прямо, видите, по дереву. 4К 60 FPS, основная камера, что одного, что у второго устройства. Вот откуда стабилизации появляются у Samsung. Просто космический кроп. Ну и разумеется, две фронталки, одна 1080p, вторая 4К. Сейчас видите, как они отрабатывают в лифте. И у того же Samsung снова кроп, даже в 4К. Видите какой? 1080p у Vivo на одинаковом расстоянии дает большую картинку, больше информации. Ух, нехорошо Samsung. 4К 60 FPS, и там включен стабилизатор. Так не делаем со смартфонами такими дорогими. Не упали, никого не убили, хорошо. И вот так вы сможете снимать в ТЦ свои походы на эти два смартфона. Пройдемся чуть-чуть при искусственном освещении. Распаковка. Поставляется данная модель в упаковке из плотного картона. Выглядит она отлично. Отдельный пакинг на лайв-канале, кстати. Пакинг такой же, как у Vivo X. Упаковано все надежно и красиво. Коробка большая и премиальная. На ней есть название, краткие характеристики модели. В комплекте мы имеем сам смартфон с защитной пленкой, кабель для зарядки с USB-C на USB-C, блок питания на 80 Вт, с китайской вилкой у нас блок и двумя разъемами Type-C. Краткое руководство и ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты. eSIM сюда завести нельзя, и места в слоте под microSD нет. Чехла в комплекте нет, в отличие от того же Mi Mix Fold. Весит Vivo X Fold Plus бодрые 311 граммов, а его габариты в сложенном состоянии 162 на 74 на 17 мм с блоком камер. В разложенном виде 162 на 145 на 6,9 мм без блока камер, а с ним 9,8 мм. По ощущениям габаритный, по ощущениям тяжелый. Кирпичик такой. Чтобы понять, сколько эта штука весит, можно, в принципе, приобрести любой смартфон защищенный, они примерно так и весят. И походить с ним денек, чтобы ощутить всю глубину глубин. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band в 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться с колоколом и подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного и интересного. Полетели. В продаже есть серая, красная и голубая расцветка данной модели. Притом красная в Китае стоит дороже. Смартфон выглядит премиально. Дизайн сильно не отличается от обыкновенных смартфонов серии X. Конечно, если не учитывать, что это модель Fold. Тыльная часть выполнена из эко-кожи и рельефная полоса, которую расположили ближе к левому борту. Она добавляет солидности смартфону. Тыльная часть не маркая, рама алюминиевая, сборка отличная, как и качество. Сразу проговорим момент с шарниром. С внешней стороны на шарнире нет никаких надписей и чего-то подобного. Ход шарнира хороший.
хороший. Петли выполнены из аэрокосмического материала УТГ. Открыть одной рукой проблематично, но возможно. Но с другой стороны, фиксация под 90 градусов, разумеется, есть. В принципе, под любым углом есть. Так что если под рукой нет штатива или треноги, ничего страшного. Хотя мне, вот по факту, сложнее намного его открывать, чем Xiaomi-шный Mi Mix Fold 2. И я считаю, что это определенного рода минус. Хотя для кого-то будет плюсом, что нужно постоянно напрягаться для того, чтобы попытаться это дело открыть. Люфт в разложенном состоянии лично у моего экземпляра отсутствует, но есть жалобы по этому поводу, но мы прекрасно понимаем, что брак встречается везде, особенно в таких сложных устройствах. И с технической с точки зрения, и с механической. Зазоры у механизма небольшие, в сложенном виде щель между экранами минимальная. В руке смартфон лежит в целом удобно, конечно, из-за толщины и веса нужно будет привыкать. И я, если честно, так до сих пор и не привык. Пользоваться смартфоном одной рукой не советую, это не совсем удобно. Далее, на корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 1, за что спасибо. Также мы имеем микрофоны и динамики. По звучанию смартфон показал себя отлично. Громкости более чем достаточно. Ко всему в настройках можно найти функцию звук высокого разрешения, включение Hi-Fi режима, а также вкладка Super Audio с несколькими предустановками звучания под разные сценарии использования. Но кастомного эквалайзера в стоке нет, и это фейл. Стандартный набор кодеков для Bluetooth наушников, вибромотор приятный, не топорный, настраиваемый, как и тактильный отклик. 4D вибрация для игр, разумеется, есть, но поддерживается игр мало. У меня лично только PUBG. И насчет вибро, все равно оно не такое классное, как в OnePlus 11. Отмечу, что у смартфона есть физический переключатель режимов громкости. Тот же тумблер аудиорежимов, что очень даже удобно. Но у него только два положения. И К-порт, а вот мини-джека нет, что неудивительно. Разумеется, Vivo X Fold Plus не имеет никакой защиты от воды, пыли и подобных субстанций, так что не гуляем с ним под дождем и, разумеется, с ним не плаваем. И по габаритам еще раз хочу отметить, что он даже без чехла ощущается намного тяжелее, габаритнее и менее удобнее, чем Xiaomi-шный Mi Mix Fold 2. Если бы у меня не было Xiaomi, и я бы не трогал те же Samsung, я бы сказал, что это классные габариты. Но в сравнении Fold Plus проигрывает при том очень даже сильно, особенно по удобству. Назовите мне тех, кто с ними ходит, да, с этими смартфонами. Долго, дольше 2 месяцев пока продает. Смартфон оснащен двумя дисплеями. Внутренний экран у смартфона Samsung AMOLED E5, вообще не новенький, но на 8,3 дюйма с разрешением 2160 на 1916 пикселей, со сверхпрочным стеклом UTG и соотношением экрана 4 к 3,55. Внешний экран также Samsung AMOLED E5 на 6,53 дюйма с разрешением 2520 на 1080 пикселей и стеклом Corning Gorilla Glass Victus и соотношением экрана 21 к 9. Отмечу сразу, что изгиб заметен и ощутим, что стандартно для подобных устройств. Он менее заметен, чем у Xiaomi, но хочу отметить, что если вы будете, опять же, пользоваться экраном, при максимальной яркости, возможно, вы не будете видеть складку постоянно, но под углом всегда она видна. Ничего не поменялось. Далее, имеется антибликовое покрытие, которое хорошо себя показало на практике, сертификация HDR10+, Frame Share Ultra HD The Real на борту, плотность пикселей у внутреннего экрана 360 ppi, чего, как по мне, очень даже мало. Вообще у меня к нему очень много вопросов. Яркости при прямом попадании света на экран с включенной автояркостью хватает, запас яркости есть, но его здесь не особо много. Дисплей с переменной частотой LTPO версии 3.0, частота обновления экрана максимум 120 Гц, на выбор также есть 60 Гц и авторежим у обоих экранов. К слову, частоту экранов можно выбрать отдельно для каждого приложения. Конечно, это не новая функция, у Vivo мы ее уже встречали, но для кого-то может быть полезная. Хотя, опять же, покупать за такую стоимость смартфон и кастомизировать что-то, может быть, кому-то будет в радость. Но обычно люди, которые любят кастомизировать, они покупают устройство подешевле, а устройство подороже люди покупают, когда они хотят его достать из коробки и использовать, не думая. Тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране. Результат неплохой, но и хорошим его тоже назвать сложно. Для обоих экранов при том. DC-диминг есть, но его нужно включать в режиме разработчика, и он не работает. У внутреннего экрана 60% яркости шим 45, на 50-25, на нуле 28, а у внешнего дела слегка лучше. На 100% яркости 14, на 50-16, на минимально 18. То есть внешним пользуемся, внутренним по минимуму. Результаты не скажу, что заоблачные, видели куда хуже показатели шима, но, опять же, говорить куда хуже, это не особо приятно. Хотелось бы говорить, что ничего лучше мы не видели. Глаза все равно могут уставать, особенно от внутреннего экрана. Полноценный Always On дисплей на борту, но настроек для него минимум. Автояркость отрабатывает корректно, а вот автоповорот экрана не всегда хорошо срабатывает. Мультитач на борту и на 10 касаний
касаний внешний экран откликается, а внутренний почему-то откликается только на 4 касания. Кто-то мне говорил это дело не проверять. Притом в играх это прямо ощущается лично мне. Разблокировать смартфон можно при помощи 3D ультразвуковых сканеров отпечатка пальца и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает быстро, но только если срабатывает, так как часто бывает, что он не работал, и первый мой отпечаток пальца завелся без проблем, а последующие разы завести отпечаток другого пальца не удавалось. Эта штука у меня подглючивала, мне приходилось перезагружать устройство, а устройство продается уже не первый месяц, для того, чтобы снова активировалась возможность разблокировки. С брендом BBK у меня произошло такое первый раз, когда у меня разблокировка и по пальцу, и по лицу не работала. Думаю, с обновлениями такие проблемы в операционной системе пофиксят. С другой стороны, для этого должны им писать пользователи. Для этого пользователей должно быть много. Насколько много у Fold Plus пользователей, которые будут готовы писать по поводу этого, я не знаю. Но мы увидим. К слову, в интернете есть информация, как бороться с этой проблемой, но, опять же, покупать такой девайс за такие деньги и потом читать информацию, как бороться с этой проблемой. Магия. Распознавание лица срабатывает шустро даже под углом. Внести биометрические данные можно только одного лица, что стандартно для Vivo. Рамки у внутреннего экрана минимальные, опять не учитывая бортики. А вот внешний экран не столь хорошо смотрится со своими толстенными рамками. Цветопередача у экранов хорошая, цвета насыщенные и контрастные. Но в любом случае в настройках можно все персонализировать под свои предпочтения. Яркости экрана в целом достаточно. Также отмечу, что в полусложенном состоянии смартфон имеет некий функционал. К примеру, в стоковой камере на одну половину выходит картинка с камеры, а на другую настройки. Ко всему этому на внутреннем экране есть возможность использовать несколько приложений одновременно в блоках, разделять экран и подобное. Ну, в принципе, все как у всех. В плане удобства, как по мне, все отлично реализовано, но, разумеется, есть много недоработок. И вопрос всегда в сценариях использования. То есть, если вы планируете его использовать как планшет, у планшета соотношение сторон поудобнее и автономность выше. Если вы планируете его использовать для игр, однозначно не советую, потому что неудобно играть в эту штуку максимум в стратегии или пошаговые стратегии. Те, кто использует это дело как читалку, давайте будем откровенны. Здесь малая плотность пикселей для того, чтобы это комфортно использовать как читалку, и высокий шим. Если использовать это для работы с документами и рассказывать, что удобнее печатать, ну неудобнее разве 10-дюймовый ноутбук какой-нибудь? Выглядит, правда, вот классно, честно, классно. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота которого 3,2 ГГц, графический процессор Adreno 730, интерфейс Origin OS версии 3 на базе Android 13 версии. Русский язык, как вы уже поняли, на борту. Google Play становится без проблем. Конечно, в китайской версии есть некоторые проблемы с уведомлениями. Они настраиваются, вам будут рассказывать, как это делать. Никаких, в принципе, особо сильных манипуляций не надо делать. Все у вас получится. Опять же, покупайте за такие деньги смарт и работайте головой, чтобы он у вас работал хорошо. С русскими предложениями все индивидуально. Для кого-то это не критично. Кто-то может смириться с этим, кто-то будет с радостью ползать в этом смарте в китайской версии и настраивать все под себя. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 12 гигабайт, только, может быть, есть еще какие-то варианты, но я не встречал в продаже. Виртуальное расширение ОЗУ на борту, но мы же знаем, что это маркетинг, и очень часто это даже затормаживает работу устройств. Внутренняя память, к сожалению, UFS 3.1 на выбор 256 или 512. Почему, к сожалению? Потому что UFS 4.0, она работает практически в 2 раза быстрее. Ну а здесь только UFS 3.1. Разумеется, есть поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, что для нас не особо актуально. 7 и 20 бенд имеется, со связью у вас проблем не будет. Связь смартфон ловит отлично, звучание во время разговора хорошее, микрофоны, как и датчик приближения, не подводили. Запись разговора без уведомления собеседника о начале записи на борту. Опять же, в китайской версии. Если у вас будет глобалка, такого у вас не будет. Насчет Android Auto точной информации нет, но пока большинство случаев, когда смартфон не получалось подключить к автомобилю, а не наоборот. Bluetooth предпоследней версии 5.2, NFC смартфон, разумеется, поддерживает. GPS-тест в городских условиях показывает точность 3 метра, что неудивительно и стандартно для Qualcomm. Емкость аккумулятора 4730 мАч. PCMark для внешнего экрана выдал 9 часов 51 минуту, что довольно хороший результат. На максимальной яркости при максимальной герцовке. А вот для внутреннего экрана он выдал всего 5 часов 34 минуты. И все, кто рассказывает мне, что это то же самое, что планшет, сравните с данными планшетов, которые уделывают его в 2 раза при большем размере экрана. Вот они, где вопросы начинаются, правда? Заряжается он от 0 до 20% от родного адаптера питания за 6 минут на 80 Вт, от 0 до 65 за 23, от 0 до 80 за 30, а от 0 до 95 за 38, от 0 до 100 за 43 минуты. Лично у меня, опять же, с нуля. Многие очень тестируются на ВОЗ, 2-3%, как раз основное время обычно тратится на зарядку с нуля до 3% и последний процент. Беспроводная зарядка
на борту до 50 Вт и реверсивная на 10 Вт. За 1 час просмотра видео на YouTube на 100% яркости улетает в среднем 6%, в играх в час уходит в среднем 21%. Опять же, внешний экран. В играх смартфон показал себя неплохо, но не сказал бы, что отлично. Почему? Потому что на внешнем экране играть удобно. Может быть, кто-то себя заставит привыкнуть, но я себя не заставил. Опять же, если вы играете в шахматы, пошаговые стратегии или защити королевства, то да, а во все остальное нет. Genshin Impact запускается за 20 секунд, но, повторяюсь, с таким разрешением лично мне играть не особо приятно. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест я прогонял на 100 потоках при 60 минутах, и смартфон выдал 293 гипса, минимально, максимально 398 и в среднем 338 гипсов, что неплохо, но и нехорошо. В Geekbench 5 в сингл-коре 1326, в мультикоре 4145. 3D Mark показал Wildlife максимально, Wildlife Extreme 2802, Wildlife Stress Test 10605, Wildlife Extreme Stress Test 2794, Slingshot Extreme и Slingshot на максимум. В Antutu выдал результат в 1 миллион 95 тысяч попугаев, Storage Test показал хорошие, но не отличные 75 тысяч. Напоминаю, что все флагманы сейчас с UFS версии 4.0 выбивают от 130 тысяч и выше. Результат 45-минутного стресс-теста вы можете наблюдать на экране, результат теста искусственного интеллекта тоже неплохой. 3 миллиона 167 тысяч, и все тесты смартфон спокойно пережил сам. Да, он сильно грелся с одной стороны, с другой стороны никаких морозилок, холодильников не понадобилось, как у некоторых смартфонов от Xiaomi под маркой Redmi, которые нужно в морозилку запихать, чтобы они хоть что-то в 3D Mark прошли. Основной блок камер с тыльной части состоит из 4 сенсоров и LED-вспышки. Покрытие блока Zeiss, основной сенсор Samsung GN5 на 50 мегапикселей с IOS-стабилизацией. Сверхширокоугольный сенсор Sony IMX598 на 48 мегапикселей с углом обзора в 114 градусов и автофокусом. Отметьте себе, сверхширик с автофокусом. Это прям очень круто. Телевик Sony IMX663 на 12 мегапикселей с двухкратным оптическим зумом. И перископический объектив тот же телевик от OmniVision OV08A10 на 8 мегапикселей с 60-кратным зумом и оптической стабилизацией изображения и 5-кратным оптическим зумом. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 4К 60 FPS, запас 8К, разумеется, есть. Цифровая оптическая стабилизация на борту, как и лазерная автофокусировка. Хотя, если честно, в сравнении вы и сами видели, что она так себе работает. Фронталки 2 на внутреннем и внешнем экране, каждая на 16 мегапикселей, максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS, вспомогательных функций, различных фильтров и режимов, как всегда, более чем достаточно. Как по мне, Vivo X Fold Plus действительно хорошо поработали над камерами, но не над фронтальной, что стандартно для BBK, а также стабилизация видео могла бы быть гораздо лучше. Если вы обратите внимание на обзоры на YouTube на Fold Plus, все стараются снимать так, что либо видео должно быть по минимуму, либо будут вам снимать в вертикальном, а не горизонтальном положении, потому что так кажется, что стабилизация у смартфона лучше. По факту, если у вас есть программы и вы будете выгружать, кропа практически нет, вы сможете потом это дело стабилизировать. Как много людей планируют это делать? Я думаю, еще меньше, чем планируют снимать, в принципе, на смартфон. И еще раз, в самом начале вы видели сравнение с Samsung. Пусть Samsung в каких-то условиях делает кроп, но стоит он дешевле, и по мне, снимает он точно не хуже. Хотя в каких-то сценариях использования, особенно по цветам, он проигрывает. Короткие примеры на Vivo X Fold Plus вы сейчас увидите. Съемка на ультраширик. Смотрим, будет ли переходить. Кстати, насчет автофокусов. Да, есть. Будет ли переходить все это дело на основную камеру? Вот он. Увеличиваем. Ага, не будет. С 4К 60 FPS на основную камеру не перейти. Соляви с ультраширика. Для многих это критично важно. 4К 60 FPS, основная камера. И съемка была против солнца. Сейчас съемка не против солнца. Разумеется, 8К здесь есть. Максимум X получается 10 на 4К 60 FPS. И давайте, не знаю, 3 секунды движения, чтобы понять, как по песку будет отрабатывать стаб. Усиление голоса не включено было, вот сейчас включено усиление голоса. Вполне возможно, оно делает звук хуже, а может быть лучше. Ультраширик также работает в 4К 60 FPS, это очень круто, но неудивительно, учитывая стоимость смартфона, да? 4К 60 FPS, вот она, получается, развлекушечка. Сегодня в ролике вы увидите примеры, может быть уже видели, и таким образом все украшается вокруг.
притом довольно так неплохо. И вот теперь интересная штука. Усиление голоса, и я снимаю себя на основную камеру примерно так же, ну, фактически так же, как и на фронталку. Почему? Потому что я все это дело вижу, и экран передо мной, могу что угодно выбирать, могу иксы, допустим, делать. И это удобно, это прям удобно. 4К 60 FPS, основная камера, а фактически это как тест фронталки. Потому что технически это фронталка сейчас. Вот так. 4К 60 FPS, к сожалению, с него нельзя перейти на ультраширик. Усиление голоса только что включил. И вот так вы сможете снимать. Максимум X10, повторяюсь. Удобно, но тяжело, конечно. Большой смартфон, непривычный. Не особо привычный. На ультраширик максимум 4К 60 FPS, это очень круто. Разумеется, 8К здесь нет на ультраширике, но все равно это прям, я бы даже сказал, эпично. И смотрим, переключается ли он, нет. Иксы использовать нельзя. Усиление голоса включено. Вот это уже 4К 60 FPS для основной камеры. Смотрим, раз, два, не очень быстро. И 3. Как-то вообще не быстро. Не быстро. С автофокусом пока не радует на объекты, видите? К тому, зачем использовать iPhone. К 60 FPS, основная камера, закат и много змеев воздушных. Фестиваль приходит к концу. Выглядит все это дело классно. Очень непривычно иметь такой смартфон за такие деньги и фронталку на этом уровне. Закат, который вы не видите, видели только с основной камеры. И все, без усиления голоса. Сейчас, допустим, с усилением голоса. Вот теперь все. Вот он, двухоконный режим, ночь. Можно параллельно фотографировать, параллельно можно ставить на паузу. Смарт можно складывать, чтобы комфортнее было снимать. И в целом, самое приятное, конечно же, это то, что вы видите прошлую запись. Неплохо. А как могло быть по-другому за такие деньги, да, еще и у Vivo. Притом был этот двухоконный режим в 720p, теперь 1080p. И вот так вы сможете снимать ночью себя любимого и трястись от того, что у вас в руках устройство, которое, если вы разобьете экран, можно про него забыть. 4К 60 FPS, основная камера, и особенность такая, что когда вы используете двухоконный режим, почему-то 1080p максимум 27 FPS. Я не знаю почему, но даже не 30. И я не скажу, что сейчас какой-то супер со съемкой. Вот сейчас я включил усиление голоса. Повторяю, что у Vivo иногда бывает такая штука, что с усилением голоса микрофоны записывают еще хуже, чем без усиления. Режим Cinematic 1024p, 1080p, 24 FPS. Ночь. Мне кажется, ночью он вообще бесполезен. И еще немного синематика на фронталку 1080p 24 FPS ночью. 4К 60 FPS. Серьезный трафик, поэтому можно считать, что не едем. С одной стороны, как раз всяких огоньков хватает, звуков хватает, чтобы понять, как работают микрофоны. В принципе, с таким смартфоном особо так не поснимаешь. Почему? Потому что тяжелый. Очень тяжелый. И, в принципе, не стоит его снимать с смартфона, спать так. Неразумно. И опять же, смотря как смотреть, для обзора это норм. А вот с точки зрения разумности мало. И вот улочки, диоды, трафик. 1080p, фронталка, без усиления голоса, очень громко.
Вот сейчас усиление голоса отключил, но шум исчез, к сожалению. Как говорится, умножаем все на 2, на 2,3 даже. Аэропорты везде одинаковые, да? Вода по 100 рублей, кола по 150. Вечер, 4К 60 FPS, и еще немного камеры съемки. Вот так все работает. Без солнца лишнего и не в темноте. Не худший вариант. 4К 60 FPS, вечерняя съемка. И вот так вы сможете снимать на Vivo. По мне скачет яркость. Может быть нет, может быть это было только на этом экране малом. Еще немного фронталки. Хотелось бы, конечно, сказать, что вот венец, просто венец инженерные мысли, но нет, здесь не последний процессор, повторяюсь. Здесь не лучшая внутренняя память, хотя и не худшая, но в подобных устройствах, конечно, бы хотелось всего чего супер топ, согласитесь. Если брать, вспоминать про Rolling Shutter, его здесь, разумеется, нету. 4К 60 FPS, чтобы вам не было скучно. Немного примеров табуреток и байков. Мотоциклы наши все, да? И вот так вы сможете снимать объекты на Vivo. Шумы вижу, но здесь освещение соответствующее. И здесь соответствующее освещение. Кстати, здесь мне нравится, как отрабатывает автофокус и стабилизация. Ну, надеюсь, по поводу этого мне никто не скажет, зачем я столько примеров в ролике видео поставил, да? Вот так, если вы будете снимать автомобили, которые вы будете приобретать. Очень надеюсь, что все подписчики смогут приобрести все данные автомобиля. Будет отрабатывать автофокус. Много разных авто. Освещение видите какое. Mercedes CLS 300D. И много отечественного автопрома. Здесь умножайте на 2,3. Но опять же, мы имитируем, как будто вы решили приобрести данный смарт и после этого заниматься блогингом с рассказами о автомобилях. 4К 60 FPS. Все, кто жаловался по поводу ценников, умножайте на 2,3. То есть это примерно за 10 Pro Plus получается 37 на Dimensity 920. Обзор, кстати, как всегда на канале. Вообще практически на все это обзоры на канале. 4К 60 FPS, немного съемки в движении. Мало съемки, когда смартфон под $2000 не бывает, согласитесь. Хочется знать все и видеть все. С другой стороны, приобретают его не за съемку. 4К 60 FPS, немного десертов. И делаем X. 3, 5, 6. Здесь 1080p 30 FPS. Я, честно говоря, уже запутался в этих фронталках. Вот это фронталка у большого экрана. Лицо отслеживает, но качество, я бы не сказал, что суперское. Минусов, разумеется, достаточно. В ролике я сразу отмечал, как, по моему мнению, в смартфоне должно быть реализовано и что именно получше. Если кратко, дорого, большое. Если совсем кратко, могли бы самое эпичное сюда что-то запихать и потом уже танцевать с этим. Потому что когда люди идут и тратят такие деньги, они хотят все самое последнее железо. А как мы знаем, самый оптимизированный процессор сейчас Gen 2. Если бы здесь был Gen 2 и UFS 4.0 и чуть-чуть проработана оптическая стабилизация, мое отношение
отношение к данному устройству, может быть, было бы другое. Но оно такое, какое есть. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, слегка ужаснуться, посмотреть в телеграм-канале скидок, есть ли промокоды, подписаться на телеграм-канал скидок, на мой личный телеграм-канал, где мы общаемся по поводу устройств в режиме реального времени, и телеграм-канал взаимопомощи. К слову, как выбрать смартфон, наушники, часы и все остальное, есть у меня руководство на Польза.нет Live канале. Посмотрите, один раз поймете, сможете формулировать вопросы и вам смогут помогать продавцы либо пользователи устройств. И резюмировать я буду на основную камеру 4К 60 FPS, Vivo на штативе. Наверное, долго и мучительно. Вот смотрите, Oppo Find N2 Flip я могу советовать. Это классный смартфон, я видел другие флипы, у меня ничего не ёкнуло в магазине, я их не покупал. Вот эта штука и правда в своем роде среди флипов очень классная. Да, у нее много недостатков, как всегда в ролике о них рассказал, но советовать ее я могу. Если брать Fold от Xiaomi, Mi Mix Fold 2. Я знаю, за что его покупаю. Да здесь даже в комплекте идет чехол с подставкой. Да, у Vivo он есть. Но если у вас царский комплект, почему его туда и не запихать? Если брать, почему я хожу с айфоном, все очень просто. Как и те блогеры, которые вам рассказывали, что будут ходить с Vivo, они обратно перескакивают сюда. Здесь лучший автофокус на рынке. Вы, используя этот смартфон, не имеете никаких проблем, в принципе, со съемкой объектов. А я снимаю ролики на телефоны в основном. И если брать S23 Ultra, камера просто эпична. Понятно, что стоит ли переплачивать такие деньги за 23 Ultra, я пока не знаю, поэтому обзора у меня еще на это не было. Но он единственный на рынке вот с этим вот стилусом. Теперь перейдем к Vivo. От далекого к близкому. Если брать этот смартфон, есть ли у него конкуренты? Ответ простой – да. Насколько ли он целесообразен для покупки как Fold? Чем он лучше остальных? Камерами? Ну, я вам показал, что флагман за меньшие деньги снимает лучше. Мое мнение. Вы можете не согласиться. Если говорить про автономность, хорошо, вы берете большой экран, у вас 5 с лишним часов. Серьезно? Шим Космос, плотность пикселей никакая, вы читать нормально не сможете. То есть как читалку его использовать, но перегружать зрение прямым текстом. Потому что там, где нет 400 ppi, это плохо. А там, где вы используете экран без плотности пикселей в 500 ppi для читалки, это неразумно. Ну, опять же, если вы такой же взрослый, как и я, если вам 20 лет и вам не жалко зрения, пожалуйста. Если говорить о, опять же, отношении, понимаете, что есть понятие ангажированности. Пользователи покупают и рассказывают. Вы смотрите мой канал, обзор на него длинный, разумеется, я потратил такие деньги, еще чьи-то обзоры, и вы должны четко понимать, у меня смысла продавать его нет никакого. То есть я свой экземпляр как-нибудь допродам. Если брать такие смартфоны, как я говорил год назад, я также и скажу. Вы идете в магазин и щупаете их. Пока вы на экране думаете, что я вам, может быть, как-то не так показал, кто-то еще, что этой вот штуковины, которую ты когда раскладываешь и видишь, ее здесь не видно, но она видна. Она видна. У вас нет ощущения, что у вас аппарат за 100 плюс тысяч. Если говорить вот об этой вот штучке, если говорить о шарнире 400 тысяч, 500 тысяч, миллион раз вы можете его открывать, закрывать. Какая разница, когда соотношение сторон не позволяет вам, раз, комфортно играть, два, комфортно потреблять любой вид контента, то есть YouTube, видео, еще что-то. Три, плотность пикселей и шим не позволяют комфортно работать. Да, клавиатура есть, но клавиатура у него штатная, проигрывает по мне, как и G-Bot, совершенно великолепно клавиатуре на Xiaomi. Я не пиарю Xiaomi, они тоже, разумеется, оверпрайс. И еще раз, когда вы приобретаете подобного рода устройства, тем более не в глобалке, переплачивая такие деньги, либо в глобалке даже, вы должны четко понимать, что у соседа, у которого телефон в 2 раза дешевле, Samsung, допустим, он будет снимать лучше. Что у соседа, у которого даже какой-нибудь Redmi K, как какой-нибудь K-серии элитный, в 3 раза дешевле, в 4 раза дешевле, у него выше плотность пикселей, его зрение меньше нагружается, когда он читает. И у него меньше шим. Что у соседа есть защита от влаги, может прыгать в бассейн вместе с этим айфоном. И вот все, что можно перечислять, по большому счету, можно перечеркнуть тем, что это Fold, и сказать, ну он лучший из фолдов, а какая мне разница как пользователю? То есть я приобрел данное устройство в надежде, что это смартфон, которым я смогу ходить, выделываться, снимать видео на него и ползать в интернете, переписываться в Телеграме. По мне было, вот планшетами я пользуюсь, о, круто. Нет, не круто. Другое соотношение сторон, хуже качество экрана. По поводу лагов, вот этот вот прикол с оповещениями, поползайте на форумах, настройте оповещения, поползайте на форумах, решите проблему со сканером отпечатка, который у меня 2 раза вылетал.
Ну нет, я не за это плачу Vivo. Они 2 с лишним месяца продают устройство, которое фактически недопилено. Я прекрасно понимаю, что, скорее всего, это премиум продукт. Возможно, они даже не отбивают те средства, которые потратили на него, когда его разрабатывали. Сейчас продают его, может быть, дешевле, потому что экраны супердорогие, еще какие-то моменты. Но оголтело советовать его покупать я точно не буду. Почему? От меня девайсу однозначно нет, как и в принципе пока всем фолдам. В первую очередь почему? Если Xiaomi я еще пока не знаю, как сказать вам, стоит ли приобретать или нет, то здесь все очень просто. 300 с лишним граммов, очень неудобные габариты, да, я его запихиваю в задний карман, но неудобно. Отсутствие чехла это меня прям просто убило, когда я открываю Xiaomi. И там есть чехол, хотя они еще те крохоборы. Я открываю Vivo, и там чехла нет. И вот эти все моменты, не какая-то супер быстрая зарядка. Здесь нет ничего, что можно назвать флагманским. Ни процессора, ни внутренней памяти, ни тип экрана предпоследний. Даже Bluetooth, вообще все практически, что здесь вы видите, это старое железо, которое грамотно продают потребителям. В целом, свою позицию обозначил, надеюсь, что они как-нибудь в ближайшее время выпустят какой-нибудь новый Fold, полностью напичканный всем, с последним типом экрана, с последним процессором и всем остальным, но пока девайсу от меня нет. Напоминаю, что мой контент, он предназначен в первую очередь для потребителей. Если вы смотрите на красивую картинку из разряда «вот есть такой смартфон», и вы в принципе не планируете его покупать, наверное, вам не особо интересно вот эти все минусы и плюсы. Если вы собираетесь приобретать смартфон, однозначно любую раскладуху, либо вы покупаете что-то дешевое, походите с этим и поймете, ваши сценарии использования нужны вам или нет, либо забудьте о них. Они пока не ушли вперед настолько, чтобы ты покупал это устройство и понимал, что это просто верх технического развития. Пока нет, такого нет, сами производители, возможно, в этом не заинтересованы. И, опять же, соотношение сторон подразумевает, что вы получаете непонятно что. Мой взгляд. Напишите ваш взгляд, возможно, кто-то флипами, фолдами пользуется как основным устройством, возможно, кто-то знает блогеров, которые не перешли с Vivo, сначала продавали, потом перестали продавать и обратно вернулись, как и я, на яблоко. Вот у меня второй смартфон получается Xiaomi, а первый яблочный, уже давно. До этого были, еще раз повторяюсь, кто спрашивает, с чем я ходил, Huawei P50 Pro, Huawei P40 Pro, Huawei P20 Pro. Вот до P40 Pro я ходил долго, всегда. Потом они попали под санкции, а мне нужны гуглы. И понеслась, скажем так. Долгий ролик. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайк за труды, пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Смартфонов хватает, девайсов интересных тоже. Завтра будет классная Xiaomi-шная колонка. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Девайсу нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.